Доброе утро! Здравствуйте всем, кто пришел ко мне в гости. Когда мы плетем, доплетаем до определенного места, когда у нас заканчиваются трубочки, надо их нарастить. Если мы плетем ситцем, вариантов наращивания при ситце я знаю два. Это как всегда за стойкой при ситце. Вот я нарастила трубочку. И плетем дальше, она уходит за стойку. Буду наращивать, но наращивать не за стойкой, срезая здесь, а здесь вот у меня получается сейчас будет поворачивать трубочка, поэтому я не буду здесь наращивать, иначе она выскочит. Наращивать буду раньше. Трубочку я срезаю перед стойкой, рабочую трубочку. Вот хвостик, чтобы не торчал. Срезала, приплюснула ее, чтобы утолщения не было. Я сейчас возьму трубочку контрастного цвета, другого. Чуть-чуть нанесу клея, немного. Поднимаю стоечку. Вот, убрала ее. Ну, вообще это, чтобы вам видно было. Так, чуть-чуть вот подняли, заложили туда трубочку на клей, чтобы она с этой стороны тоже не видна была. Ну, можно продолжить плести ситец. Здесь только будет наблюдаться вот утолщение. Утолщение как можно сильнее прижать. Конечно, оно все равно видно чуть-чуть. Но зато сейчас покажу изнанку. И переходим на изнанку. То есть вот здесь вот видно, я наращивала полоса. Здесь вот видно, я наращивала. А смену коричневого и белого вот здесь вот. То есть я нарастила вот здесь за стоечкой. И смену я делала, вот она, светлая на красное. Вот здесь вот вчера делала, тоже не видно. И с этой стороны наращивание места. Вот отсюда просто шла красная трубочка, отсюда вышла светлая. Так, это я вроде, я вот здесь вот наращивала. Сейчас я даже не вижу момент наращивания сейчас. А, вот тут вот переход с светлого на красное. Вот здесь вот. Вот я переворачиваю. Вот она просто ушла. И здесь она не видна. Это при ситце. Два варианта наращивания. Срезаем трубочку, срезаю за стойкой, под стойкой. При обычном наращивании трубочки срезаю, наращиваю. И плету. Так, здесь у нас начало ряда, надо стойки. Трубочки местами поменять, закрыть ряд. Так, развожу стоечки. Все, я его закончила полностью. Получается, у меня здесь закончился ряд. Нету этой галочки перехода на новый ряд. И здесь я буду делать смену. Я уже не здесь под стойкой буду наращивать, срезать стоечку, а срезаю стоечку, трубочку перед следующей стойкой. Рабочие трубочки срезала, беру черные трубочки, чтобы лучше было видно. Краешки самые срезаю. Здесь я делаю наклей, потому что выскочит. Поднимаю трубочку. Так, начну вот с этой вот, с дальней. И закладываю под, так же, как и при ситце, внутрь. И здесь тоже заложила.
чуть-чуть поправила. Пальцами прижимаю, чтобы ничего нигде не выскочило. Я придавливаю. Здесь сразу, где вышло, поправляю. Сейчас чуть-чуть проплету и покажу изнанку. Ну и вот, получается, это у меня лицо. А это вот у меня изнанка. Значит, смотрим. Вот здесь вот я меняла, видите, на красный, белый на красный цвет. Вот он. А где я меняла красный на черный. Так, ну, в принципе, я меняла-то его здесь, вот в начале ряда. Здесь его не видно. То есть нету вот этой вот срезанного, где одна трубочка переходит в цвет другой. Вот у меня закончились трубочки. Я буду менять цвет на светлый, чтобы было видно хорошо. С темного на светлый. Так, чтобы было незаметно. Срезаю перед стойкой. Не за стойкой, а перед стойкой трубочки. И на клей меняю на светлые. Под стоечку трубочки заправляю. Место утолщения как можно больше сминаю, чтобы его не было. Одну поменяла. Вторую поменяла. Сейчас дала чуть-чуть трубочкам, надо приклеиться и смять их. Только надо зажимать первое время хорошо. И вторым рядом сейчас все те, что огрехи остались, я все их уберу. Вот здесь вот будет видно смена цвета. Я забыла, не доплела до начала ряда. Сейчас я покажу, почему. Чуть-чуть я забыла. Когда ряд мы не закрываем, видите, здесь получается вот такая вот полоска уходит. Здесь был ряд закрыт, а здесь я ряд чуть-чуть не доплела, вот пораньше подменяла, чтобы трубочку не наращивать. И вот что получилось. Здесь я меняю цвет в начале ряда, как положено. Опять перед стойкой срезаю трубочки. Беру уже красные. Вот у меня есть такие тоже уже испорченные трубочки. На клей поднимаю стойку. Так, начинаю вот отсюда, с этой, закладываю трубочку. Помогаю себе ножницами, чтобы они на место легли. Трубочки обработанные, упругие, тонкие, скользкие. Но если нужно очень поменять цвет, чтобы было красиво и незаметно, то помучиться того стоит. Прижимаем пальцами. Вот здесь вот, где выскальзывает, я сразу трубочку на место поправляю. Пока мы еще не заплели, все видно. И на изнанке получается, если смотреть, вот здесь вот переход, вот. То есть шла светлая трубочка, и из-за нее пошла красная трубочка. Места перехода нету. Вот только в начале я когда делала просто переход, вот здесь вот видно. А здесь вот, если смотреть, трубочки нигде не видны. У нас наступает момент, когда надо добавить стоечки.
добавить стоечки для плетения дальше. Когда добавлять стоечки? Когда вы можете добавлять стоечки тогда, когда вам удобно. То есть вот смотрите, вот здесь вот уже большое расстояние. И ну даже когда плетешь уже не то, что неудобно, просто вот видно, что ну некрасиво, мне не нравится. И мне надо добавить стоечки. Как добавлять стоечки? Можно добавлять стоечки в кармашек. Сразу можно одну, к одной, ну, чтобы было две стоечки, и разводить. Можно добавить 3, можно 4. И разводить не в следующем ряду. Вот я добавила, например, я здесь 4. В следующем ряду я их не смогу развести, потому что у меня не хватит вот здесь вот расстояния. То есть мне надо будет проплести еще 3-4 ряда. Вот я проплету, и тогда только буду их разводить по одной. У меня получится своеобразный узор, что они идут, а потом по одной разделить их. Можно, чтобы место наращивания вот этого раздвигания стоек, и его не было. Там можно двумя способами нарастить. Добавляют стоечку вот в стык и оплетают ее. Я так не добавляю, потому что ну, у меня они частенько просто выскальзывают. Добавили трубочку и оплели ее на клей. И у вас стоечка, нету вот этого разведения трубочек. Просто пошла, как будто вот просто добавилась и пошла. При таком добавлении стоек с изнанки ее тоже не видно. Так вот, я добавила вот здесь вот с изнанки ее не видно. Она потом в следующем ряду приклеится и в принципе будет нормально, но я стараюсь добавлять вот точно так же, но только чуть-чуть под плетение. То есть вот я вот так вот ее вот так вытягиваю, вот вставляю. Можно добавлять стоечки просто в кармашек. Можно добавлять одну, можно добавлять в кармашек 2-3 стоечки и разводить их в зависимости от того, как вам больше нравится. То есть вот я добавила 3 их, и в следующем ряду можно их не разводить. То есть проплести еще один ряд, а потом развести. А можно сразу развести. Это тоже все зависит от вашего желания. Так, переворачиваю наизнанку. Вот эти вот, то, что я добавляла, и они видны. Здесь вот вообще все уже не видно. Стоечка, которую я добавляла, первая, она заплелась, все. А вот эти вот после второго или третьего ряда я просто переворачиваю плетение и немного на себя подтягиваю. И они также уходят в плетение и не видны. А вот эти вот просто разводятся потом. Если вы только начинаете или стойки слишком, ну вот влажные вы сюда вставили, то, ну не сухие, а вот влажноватые. Можно себе помогать ножницами или шилом. Прижимаю вот плетение прям плотно-плотно, чтобы не образовались отверстия. И получается вот такой вот рисунок при разведении. И это все, что я хотела рассказать. Да, до свидания.